Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео я хочу зачитать вам воспоминания немецкого танкового аса Фрица Ланганке, который очень красочно описал танковый бой двух «Пантер» с колонной американских «Шерманов». В эти драматичные дни германская армия отступала в Нормандии на всех направлениях. Из воспоминаний Фрица Ланганке. В последние дни июля 1944 года я командовал взводом 2-й роты танкового полка дивизии СС «Das Reich». Мы вырвались из американского окружения после упорного ночного боя, прошли Сан-Северский лес, и рано утром я получил приказ в одиночку отправиться на прикрытие очередной дороги. Я съехал с дороги вправо и занял хорошо укрытую позицию напротив довольно большой фермы, стоявшей по другую сторону от дороги. Без надлежащего укрытия легко было стать жертвой истребителей-бомбардировщиков, делавших передвижение машин в дневное время практически невозможным. Вскоре подошло подкрепление. 2-я «Пантера» под командованием нашего ротного, оберштурмфюрера Шломки. Мы вместе въехали в большой сад слева от фермы, в котором можно было легко укрыться. Я засел в правом переднем углу сада, а оберштурмфюрер Шломка метрах в 40 от меня, в левом углу сада. Дорога с моей позиции просматривалась на 200-300 метров. Утром опустился туман, и видимость ухудшилась. Было почти невозможно разглядеть начало дороги. Вдруг показался Шерман. Он ехал медленно. Командир стоял, высунувшись в башенный люк. Мы поскорее развернули башню вручную. Поскольку двигатель не работал, воспользоваться гидравликой мы не могли. Мы выстрелили за мгновение до того, как танк скрылся за углом здания, но не попали. Тем временем мы спешно завели двигатель, дали задний ход и на максимальной скорости двинулись через выезд с фермы на шоссе, проходившее по довольно высокой насыпи. Во время этого маневра мы развернули башню на правый борт и въехали на насыпь так, чтобы левой гусеницей свернуть дерево, чтобы хоть как-то укрыться от остальных Шерманов. Несмотря на непроглядный туман, мы чувствовали, что они где-то рядом. Как только танк выровнялся, мы подбили Шерман, стоявший метрах в 50 от нас. Его командир все еще выглядывал из люка, но так нас и не заметил. Танк получил попадание в двигатель и тут же загорелся. Потом мы резко развернули свой танк на дороге, поставили орудие прямо по курсу и, объехав крону сбитого нами дерева, двинулись в направлении остальных танков. Они по одному останавливались рядом с дорогой, чтобы выстрелить. Мы смогли различить только первые 2, метрах в 150 от нас, и подожгли их, потратив на каждый по одному снаряду. Когда около полудня туман рассеялся и видимость снова стала приличной, я вернулся на прежнюю позицию возле фермы. Начался артобстрел. Вскоре он усилился и сосредоточился в основном на саду, где укрывались оба танка. Вдруг в поле зрения снова показался Шерман. Он свернул на грунтовую дорогу и на высокой скорости двинулся в нашу сторону, направив орудие на наш танк. Должно быть, американцы прекрасно знали наше положение. До тех пор мы привыкли, что американские танки шли на укрепленные позиции только после мощного удара с воздуха. Поскольку активность истребителей-бомбардировщиков в нашем районе была незначительной, стремительная атака стала для нас полной неожиданностью. То же касалось и 2-го танка. Ствол его орудия был повернут чуть удачнее, и он сразу же выстрелил, но не сумел остановить американца. С огромным трудом, стараясь действовать как можно быстрее, мы снова поворачивали вручную башню при неработающем двигателе, пытаясь прицелиться по Шерману. К счастью, наше орудие случайно оказалось на нужном углу возвышения, а навести его по горизонтали удалось довольно быстро. Поскольку американец въехал в простреливаемый нами сектор на высокой скорости, двигаясь вдоль грунтовой дороги. Шерману пришлось немного опускать ствол, и мы смогли на мгновение опередить его. В тот миг,
Когда мы были готовы открыть огонь, мне показалось, что я смотрю прямо в ствол вражеской пушки. Танк немедленно вспыхнул, и едва не увенчавшаяся успехом стремительная атака прервалась в 40 или 50 метрах от нас. Командир танка успел выпрыгнуть и, насколько я мог судить, сумел выбраться из этой передряги невредимым. Артиллерийский обстрел, несколько стихший перед этой атакой, снова усилился, не оставляя времени задумываться об охватившем нас нервном напряжении. Хуже всего было то, что мы не могли больше наблюдать за тем, что творится снаружи. Осколки снарядов и пулеметные очереди привели в негодность все наблюдательные приборы командирской башенки. Время тянулось медленно. Мы чувствовали, что-то должно произойти, и это будет очень скоро. Напряжение проявлялось буквально во всем. Каждое движение, каждое слово товарищей вызывало раздражение, и сдерживать себя становилось все труднее. По броне танка застучали пули крупнокалиберного пулемета. Камераден, я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Мы услышали, как второй танк завел двигатель. Потом почувствовали сильный удар. Мы подумали, что получили прямое попадание из мощного орудия. Я рискнул приоткрыть люк и увидел, что второй танк на полной скорости несется к дороге, сворачивая на пути деревья. Одно из этих деревьев лежало на корме нашей машины. Его-то удар мы почувствовали. Я подумал, что другой танк заметил вражеские танки на дороге и выехал из сада, чтобы атаковать их. Мы тут же запустили двигатель и поспешно последовали ему на помощь. Потом мы попали под плотный огонь пехотного орудия. Радиосвязи со вторым танком больше не было. Мы слышали их, но не могли разобрать ни слова. Антенна нашей радиостанции была отстрелена вместе с креплением. Я понял, что мне нужно получше осмотреться, и распахнул люк, несмотря на то, что это было опасно для жизни. Мы въехали на дорогу и по инерции проскочили чуть ли не до противоположного кювета. Мы развернулись влево, сразу же выстрелили и мгновенно получили в ответ мощный удар, целую серию попаданий. Тут я понял, что случилось. Американцы поступили очень разумно. Между двумя еще дымящимися танками, подбитыми по обе стороны от дороги, выстроилась целая колонна Шерманов. Они выстроились так, что только ствол следующего танка торчал из-за башни машины, стоящей впереди, и вели огонь одновременно. События этих нескольких минут прогнали прочь всякое чувство усталости, слабости и безнадежности. Жажда действия переполняла нас, словно наркотик. Мы действовали, как хорошо смазанная машина. В такие моменты максимальной самоотдачи в людях проявлялись силы и способности, явно превосходящие их обычный уровень. Я сразу же сообразил, что здесь мы больше ничего не добьемся. А если рискнем остановиться, то нас тут же сметут. Поэтому я быстро крикнул в переговорное устройство: «Идем под острым углом к левой стороне дороги, укрываемся за подбитым Шерманом и ждем, пока американцы не двинутся друг за другом, чтобы достать нас. Башня будет все время направлена в сторону танков». Это означало, что механику-водителю, которому придется ехать вслепую, нужно будет ориентироваться по указаниям, передаваемым по внутренней связи. А наводчику, который также не видит, что делается снаружи, нужно будет поворачивать ствол влево и вправо, ориентируясь на хлопки по плечам. Все это происходило с молниеносной скоростью. Когда я во второй или в третий раз сказал «влево», мы получили новую порцию попаданий. В этот раз удары оказались еще сильнее.
Сварные швы по обеим сторонам передней и верхней плиты частично разошлись, и в боевое отделение стал пробиваться дневной свет. Мы упрямо продолжали наводить орудия и стрелять по танкам, но неизвестно, добились ли мы успеха. Вдруг внутри танка раздался приглушенный взрыв, и я увидел, что заряжающий объят пламенем. Казалось, будто на высокой ели горит множество бенгальских огней. Судя по всему, танк получил попадание и загорелся. Я успел крикнуть «Покинуть машину!», выскочил из башенного люка и скатился в кювет. Перекувырнувшись, я упал на спину, пока наводчик и заряжающий выпрыгивали из танка. Как ни удивительно, заряжающий был всего лишь ранен небольшим осколком в спину, и в этом месте его форма была лишь немного опалена, но на нем самом ожогов не было. Только теперь мы поняли, что нас подбили не танки, а выстрел из базуки с правой стороны от дороги, где местность была чуть повыше. Мы осознали, что окружены американцами со всех сторон. После того, как башенный экипаж покинул танк, по машине начали бить пулеметы. И для механика-водителя и радиста открыть люки было бы чистой воды самоубийством. Благо им хватило выдержки еще ненадолго остаться в горящем танке, подвести его поближе к кювету и лишь потом одновременно распахнуть люки и выпрыгнуть. Совершенно невредимые, если не считать наводчика, мы лежали рядом с горящей машиной, думая только об одном — как бы поскорее убраться подальше от танка, пока он не взорвался. Однако стоило нам высунуть головы, как со всех сторон открыли огонь. Потом мы вспомнили о втором танке и обнаружили, что он стоит метрах в 100 позади нас. С поврежденным орудием он был беззащитен против шерманов и держался за пределами их сектора обстрела. Но, несмотря на опасность, он все же нас не покинул и продолжал удерживать позицию, отгоняя от нас американцев огнем обоих пулеметов. Поняв, что происходит, мы собрали в кулак последние силы и бросились бежать к «Пантере». Успешно добежав до танка оберштурмфюрера Шломки, бросились на землю и перевели дух. Со стороны нашего танка, уже полностью охваченного огнем, донеслось несколько взрывов. Но сама машина не взлетела на воздух, и башня оставалась на своем месте. Если видео было для вас интересным, не забудьте оценить его лайком и написать в комментариях, реально ли было Шерману подбить «Пантеру» в лобовой атаке. Спасибо за внимание.